Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Сегодня будем вязать вот такой вот роскошный узор крючком для красивого топа. Недавно в своем телеграм-канале я опубликовала этот топ с описанием и схемой. Топ выглядит очень нарядно, красиво, в нем вы будете неотразимы. И, конечно же, решила разобрать схему для вязания этого топа. В схеме я нашла несколько ошибок, предлагаю вам схему. Если вы хотите просмотреть и скачать описание и схему, то внизу под видео по ссылке переходите на мой телеграм-канал, там будет вся информация. В этом видео подробно расскажу, как вязать этот узор. И, конечно же, укажу на ошибки в схеме. Для вязания этого узора я выбрала вот такую красивую пряжу. Это Yarnart Elegance. Ниточка очень приятная, очень нарядная, с люрексом. Отлично подойдет для вязания летних вещей, для вязания нарядного топа. Это не совсем тонкая ниточка, но с натуральным составом. Здесь, смотрите, 88% хлопок. И вот оставшийся процент, 12%, это люрекс. Ну, такая серебристая ниточка. Пряжа получается как будто шнурковая, то есть не отдельные ниточки, это как будто бы шнурок. Смотрится в вязке очень интересно, красиво. Здесь моточек 50 грамм, в нем 130 метров. И я всегда использую крючок, который рекомендован к пряже. Здесь рекомендован крючок номер 4. И именно крючок номер 4 я использовала для вязания этого узора. Рисунок получается крупный, быстро вяжется и смотрится довольно эффектно. Итак, приступаем к вязанию. Для начала вязания образца я набираю цепочку воздушных петель, делаю начальную петлю и набираю воздушные петли. Раппорт узора составляет 10 петель. Необходимо набрать 10 умноженное на количество повторений узора и в конце плюс 1 воздушная петля. Но еще будет плюс 1 петля, как петля подъема для первого ряда. Но также можно начать вязать узор уже по, допустим, планочке, связанной резинкой, допустим, из рельефных столбиков, как это указано к модели. И, конечно же, учитывайте количество петель в узоре. Итак, я набираю для 3 повторений узора 30 петель плюс 1 и плюс 1 петля для подъема первого ряда. Итак, я набрала 31 петлю и начинаю вязать первый ряд. Набираю еще плюс 1 воздушную петлю и теперь во вторую петельку от крючка провязываю столбик без накида. Далее начинаю вязать первый ряд из вееров, но сразу указываю на ошибку в схеме. Там провязаны веера из столбиков с одним накидом. Я вяжу веера из столбиков с 2 накидами, поэтому делаю на крючок 2 накида, отсчитываю по цепочке 1, 2, 3, 4 петли и в пятую петельку ввожу крючок, провязываю первый столбик с 2 накидами. Вот мне кажется, высота столбика с 2 накидами соответствует 4 петелькам цепочки, и веера не будут стягивать этот ряд. Далее получается каждый через 2 ряда, через 3 ряда, где мы будем провязывать вновь веера, тоже буду вязать также столбики с 2 накидами. Далее делаю вновь 2 накида, в эту же петельку ввожу крючок и провязываю второй столбик с 2 накидами. Итого для веера необходимо провязать из одной петельки 7 столбиков с 2 накидами. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7 столбик. Провязав 7 столбик, далее от основания веера отсчитываем 1, 2, 3, 4 и в пятую петельку цепочки провязываем столбик без накида.
Итак, повторяем этот раппорт узора 3 раза. Раз, два, три, 4. Или на то количество повторений, которые вы набрали. То есть я здесь в первом ряду провязываю 3 веера. Провязав второй веер, также отсчитываю 1, 2, 3, 4 петельки в пятую столбик без накида. И сразу начинаю вязать третий веер. 1, 2, 3, 4 в пятую петельку ввожу крючок и начинаю из этой петли вязать 7 столбиков с 2 накидами. Заканчиваю вязать первый ряд, и здесь вот основание последнего веера отсчитываю 4 петельки и в последнюю петельку цепочки провязываю столбик без накида. Первый ряд завершен. Начинаю вязать второй ряд, поворачиваем вязание, и в начале необходимо набрать 9 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9. Далее делаем на крючок накид, отсчитываем от крючка 1, 2, 3 петельки, в четвертую вводим крючок и провязываем полустолбик. После полустолбика 1 воздушная петля. Делаем на крючок накид, в следующую петельку цепочки вводим крючок, провязываем столбик с 1 накидом. После 1 воздушная петля. Делаем на крючок далее 2 накида. Вводим крючок в следующую петельку цепочки и провязываем столбик с 2 накидами. После 1 воздушная петля. Далее делаем 3 накида на крючок. Здесь мы пропускаем 1 петельку, в следующую вводим крючок, до основания еще осталась 1 воздушная петля. И провязываем из этой петельки столбик с 3 накидами. После выполняем 1 воздушную петлю, и посмотрите, у нас тут получилась половинка элемента. Здесь мы закрепляем вот эту вот половинку элемента на веере, на вершине. Отсчитываем 1, 2, 3, в четвертую, в самую вершину веера провязываем столбик без накида. Далее 1 воздушная петля. Делаем на крючок 4 накида. Здесь мы уже будем вязать полный сложный элемент листик. Вводим крючок в вершину столбика без накида и провязываем столбик с 4 накидами. 4 и в вершину. 1 воздушная петля и набираем 3 накида на крючок. Далее, смотрите, вот вводим крючок, получается мы столбик с 3 накидами будем вязать на ножке столбика с 4 накидами. И посмотрите, вот провязан 1 накид, 2, 3, 4. Вводим крючок за провязанный 2 накид. И причем лучше ввести крючок за 2 ниточки, получается в ножку столбика. И провязываем на этом месте столбик с 3 накидами. После 1 воздушная петля. Делаем 2 накида. Будем вязать столбик с 2 накидами на ножке столбика с 3 накидами. И здесь мы вводим, смотрите, 1, 2, 3 накид провязан. И мы здесь вводим крючок за провязанный 1 накид, то есть в начало столбика. И провязываем столбик с 3 накидами. Далее 1 воздушная петля между столбиками. Делаем на крючок 2 накида. Вводим крючок вот в ножку столбика предыдущего за провязанный 1 накид за 2 ниточки. И провязываем столбик с 2 накидами. После столбика с 2 накидами делаем 1 накид, вводим крючок вот в провязанный 1 накид предыдущего столбика и провязываем столбик с 1 накидом. После столбика с 1 накидом делаем 2 воздушные петли. Делаем на крючок накид и далее провязываем полустолбик вот в ножку предыдущего столбика с 1 накидом за
а вот 2 ниточки это провязанный первый накид. И провязываем полустолбик. Мы уже перешли на вязание второй половины элемента. 1 воздушная петля после полустолбика, делаем накид и далее мы вводим крючок. Вот смотрите, место вязания столбика по предыдущей стороне. И провязываем столбик с одним накидом. Далее 1 воздушная петля, делаем на крючок 2 накида. И теперь смотрите, вводим крючок вот в точку, где мы вязали на предыдущей стороне столбик с 3 накидами. И здесь мы провязываем 2 накида. 1 воздушная петля, делаем 3 накида и вводим крючок в точку, где мы вязали столбик с 3 накидами. И провязываем на этом месте столбик с 3 накидами, только по другой стороне. Далее 1 воздушная петля, вот у нас получился вот элемент листик. И теперь мы этот элемент закрепляем на вершине веера. Отсчитываем 1, 2, 3 в 4-ю вершину веера, в 4-й столбик. И начинаем вязать уже второй элемент, повторяя те же самые действия. 1 воздушная петля, 4 накида набираем, вводим крючок вот в вершину столбика без накида, провязываем столбик с 4 накидами. 1 воздушная петля, набираем 3 накида, вводим крючок вот во второй провязанный накид предыдущего столбика, провязываем столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля, делаем 2 накида, вводим крючок в первый накид, ножку столбика и провязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 1 накид делаем, провязываем столбик с 1 накидом на ножке столбика, где провязан первый накид. После столбика с накидом 2 воздушные петли, делаем накид, вяжем полустолбик вот в точке, где был провязан первый накид. 1 воздушная петля, делаем 1 накид, вот далее в следующую точку, где был провязан столбик, вводим крючок, провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля, далее на увеличение 2 накида, в следующую точку вводим крючок, провязываем столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля и остался столбик с 3 накидами вот из последней точки. Провязали мы листик, 1 воздушная петля, не забывайте, и закрепляем листик на вершине веера. На вершине 4-го столбика столбик без накида. И осталось связать по второй боковой стороне половину листика. 1 воздушная петля, делаем 4 накида, вот вводим крючок в вершину столбика без накида, провязываем столбик с 4 накидами. То есть мы просто вяжем половину листочка. 1 воздушная петля, вяжем столбик с 3 накидами, вводим крючок в ножку столбика за второй провязанный накид, вот за 2 ниточки, провязываем столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, вводим крючок вот в ножку столбика за первый накид, провязываем столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, вводим крючок в ножку столбика за первый накид, провязываем 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, и теперь вяжем, вот вводим также крючок за провязанный первый накид и вяжем полустолбик. И мы закончили вязать вот половину элемента листика. И на самом деле мы закончили вязать уже второй ряд. Перехожу к вязанию 3-го ряда. В 3-м ряду будем вязать рельефные столбики. Делаем 1 воздушную петлю,
Провязываем вот здесь между полустолбиком и столбиком с одним накидом, вот за арочкой, столбик без накида. Далее набираем 4 воздушные петли. И далее переходим к вязанию рельефных столбиков. Будем вязать 9 рельефных столбиков. По схеме провязано 8 рельефных столбиков. Вот на ножках столбиков вот этих листиков. Я так вязала здесь, но здесь посмотрите, еще просится столбик в самом низу, еще на столбике без накида. Иначе здесь получается вот как дырочка. Вот. А если вязать 9 столбиков и здесь на самой нижней точке провязывать рельефный столбик с 3 накидами, то дырочки нету и получается веер более полный. Итак, делаем. Вначале мы вяжем рельефные столбики с 2 накидами, как по схеме. Делаем на крючок 2 накида, вводим крючок за ножку вот столбика с одним накидом первого полулистика и провязываем 2 накида. Вновь делаем 2 накида, вводим крючок вот за ножку следующего столбика листика, провязываем 2 накида, следующий рельефный столбик и рельефный столбик вот здесь вот на самой длинной ножке листика внизу. Столбик с 2 накидами. Мы столбики пока не довязываем до конца. Вот верхние петельки остаются на крючке. То есть провязываем только накиды. Далее делаем 3 накида. И здесь в самой нижней точке, вот смотрите, вводим крючок за вершину вот так вот, за столбик без накида. И провязываем только 3 накида. Вот половину веера связали, далее делаем 2 накида и теперь по следующей стороне листика, то есть по следующему элементу провязываем еще 4 рельефных столбика с 2 накидами, провязываем 2 накида вот на первой ножке, на второй ножке провязываем 2 накида, делаем 2 накида на следующей ножке, заводим крючок за ножку столбика и провязываем 2 накида. И вот на вершине вот столбик без накида провязываем тоже 2 накида. Далее смотрите на крючке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 рабочая петелька. Захватили рабочую нить и протянули через все петельки, сформировав общую вершину. Далее провязываем 4 воздушные петли и провязываем столбик без накида. Посмотрите, вот на арочке 2 воздушные петли на вершине листика между столбиком с одним накида и полустолбиком. Делаем столбик без накида. Вновь набираем 4 воздушные петли и вяжем следующий веер. Точно так же делаем 2 накида, вводим крючок вот в начале за вершину полустолбика, провязываем 2 накида. Далее за вершину столбика с накидом провязываем 2 накида. За вершину столбика с 2 накидами и затем за вершину столбика, точнее за ножку столбика с 3 накидами, тоже провязываем 2 накида. После делаем 3 накида и вводим крючок за столбик без накида и провязываем из самой нижней точки 3 накида. Далее по следующей стороне тоже вяжем по 2 накида, формируем рельефные столбики, 4 рельефных столбика с 2 накидами по следующему элементу
И затем провязываем все петли с крючка разом. После 4 воздушные петли и закрепляем столбик без накида на вершине листика. И вот провязали уже второй элемент. Заканчиваю вязание третьего ряда. Здесь я уже провязала рельефные столбики по следующим элементам листикам и делаю общую вершину рельефных столбиков, собирая их в веер. Далее набираю 4 воздушные петли и заканчиваю ряд столбиком без накида вот на вершине вот этого полулистика. Вот 3 ряда связано. Далее необходимо провязать 4 ряд, но 4 ряд он будет как ряд такой необходимый, чтобы далее начать вязать новый раппорт узора в высоту с направлением справа налево. А сейчас мы провязываем 4 ряд слева направо. И для этого необходимо вначале делаем одну воздушную петлю. Вот на вершине столбика без накида провязываем глухой или соединительный столбик. Набираем 4 воздушные петли. Далее из центра веера вот связанных столбиков провязываем соединительный столбик или глухой столбик. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И далее соединительный и глухой столбик на вершине столбика без накида. И вот такими вот арочками, которые будут не видны далее в узоре, мы провязываем 4 ряд, чтобы добраться до нужной стороны. И последняя арочка, 4 воздушные петли. И на вершине столбика без накида провязываем соединительный столбик. Поворачиваю вязание. Начинаю вязать 5 ряд. 5 ряд будет провязан точно так же, как первый ряд, который мы вязали веерами из столбиков с 2 накидами. Начинаем ряд с 1 воздушной петли. На вершине, точнее даже можно вводить крючок, смотрите, на ряд ниже в вершину столбика без накида и провязываем столбик без накида. Далее делаем на крючок 2 накида и вводим крючок, смотрите, не в верхнюю точку, а вот в ту точку, где мы собирали столбики вместе. И из этой точки провязываем первый столбик с 2 накидами. Далее делаем 2 накида. Из этой же точки вяжем следующий столбик с 2 накидами. И так для веера из одной точки необходимо провязать 7 столбиков с 1 накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбик провязан. И закрепляем столбик. Смотрите, вот на вершине столбика без накида, то есть не на соединительном столбике, а чуть ниже. И провязываем столбик без накида над листиком. И вяжем второй веер точно так же. Вот следующая точка сбора всех рельефных столбиков. И из этой точки вяжем второй веер. Итак, провязываем 5 ряд. Получается точно так же, как первый ряд узора. И здесь будет 3 веера. Вот именно в этих точках. 1, 2 и 3 веер вот здесь вот из этой точки сбора рельефных столбиков. Заканчиваю вязание 5 ряда.
И здесь последний веер закрепляю вот в вершину столбика без накида в конце ряда. Далее поворачиваю вязание, начинаю вязать 6 ряд. 6 ряд мы вяжем точно так же, как второй ряд. Сначала вяжем полуэлемент листик, набираем 9 воздушных петель подъема. Далее между веерами вяжем полные элементы листики и в конце выполняем тоже половинку листика. Переходим назад на вязание второго ряда и повторяем те же самые действия. Я закончила вязать 6 ряд точно так же, как второй ряд, и начинаю вязать 7 ряд точно так же, как и 3 ряд, где мы вяжем рельефные столбики. 1 воздушная петля, здесь на вершине первого полулистика столбик без накида, 4 воздушные петли и провязываю в начале рельефные столбики с 2 накидами на первом полулистике. Затем в самой нижней точке буду вязать на столбике без накида рельефный столбик с 3 накидами. И на втором элементе листика тоже 4 рельефных столбика с 2 накидами. Делаю 3 накида на самой нижней точке. Провязываю 3 накида. И по второму листику провязываю 4 рельефных столбика с 2 накидами. Закончив 7 ряд, 8 ряд вяжем точно так же, как и 4 ряд. То есть повторяется вязание с 1 по 4 ряд. 2, 3, 4 и закрепляем арочку на вершине листика. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было понятно, как вязать такой узор. Вы учтете все те моменты, которые я изменила в схеме, и свяжете себе красивую модель. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я буду вам представлять новые модели, новые узоры для вязания спицами и крючком. Спасибо за внимание!